Друзья, всем привет! С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер, и я вас приветствую на борту нового судна. В этот раз это уже не CMS норма, многим полюбившийся. В этот раз это другой пароход, и называется он APL Antwerp. Поскольку некоторые из вас, я так подозреваю, что пребывают в некотором недоумении, что я тут делаю, то я сейчас вам все постепенно, подробно постараюсь объяснить. Еще раз, усаживайтесь поудобнее, с вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Мы начинаем очередную серию, можно сказать, очередной сезон с борта уже другого судна. Это цикл передач, цикл выпусков Максмастер Daily. Приятного просмотра, полный вперед, поехали! Итак, как я вообще здесь оказался? Совсем недавно вы посмотрели ролик, который называется «Моряк едет домой», и я вам рассказывал про Шику. Но снимал этот ролик на самом деле аж в январе. Ну, я это там и писал в ролике, и внимательные зрители на это обратили внимание. Сейчас же, сегодня, конкретно 25 апреля, и мы уже в море, мы уже вышли, я уже принял дела. Нам понадобилось на самом деле всего несколько часов просто по документам. Мы пересдали друг другу дела с капитаном, который был здесь до меня 24 апреля. Все это происходило в порту Мундра, соответственно, Индия. Как я сюда добрался? Я, естественно, так как и проживаю в Брашове, Румыния, я вылетел из Бухареста. Путь мой лежал через Стамбул и дальше Мумбаи. Ну, вообще аэропорт называется Бомбей еще по старому названию города. И после Мумбаи локальными авиалиниями я уже добрался до Мундры. В Стамбуле, кстати, я нарвался на музей, который раньше никогда не видел. Музей пропавших вещей. Те вещи, которые забывают путешественники, когда летят, наверное, через этот аэропорт, что-то оставляют. Выставка потерянных вещей, что люди забывали. Ну, в основном чемоданы, какие-то сумочки. Вот такого вот сделали, прикольного. Какая-то modern art. Все подряд просто накидали. Ну, современное искусство такое. О, такой штатив у меня типа есть. Наша реальность. Человек и сверху куча чемоданов. Это, наверное, какой-то отец едет на отдых с семьей. Здесь какие-то скрипки. Бастончик. Сумочка. Опять какая-то гитара. В общем, все подряд народ забывает. Далее, соответственно, Мумбай. И что удивительно, в аэропорту Мумбаи довольно-таки недорогие цены внутри аэропорта. Я имею в виду на кофе, на бутерброды и так далее. Мне 2 бутерброда и кофе, и бутылка воды обошлась всего в $11. Для сравнения, в аэропорту Стамбула то же самое обойдется примерно в 25-30 евро. Уже из Мумбаи локальными авиалиниями Air India меня доставили в аэропорт Бхудж, так называемый. Совсем небольшой аэропорт, причем на подлете даже нас предупредили, что фото-видеосъемка запрещена. Даже в тот момент, когда самолет находится в воздухе, тем более, когда самолет садится уже на взлетно-посадочную полосу, потому что этот аэропорт является какой-то military base, то есть авиабазой. В общем, добрался я до аэропорта, там меня встретил довольно интересный человек. Ну, это драйвер, не агент, а драйвер, который меня на автомобиле, который, наверное, видел все в своей жизни, Suzuki какая-то модель, очень небольшой, но очень сильно разваленный. Он меня встретил и должен был доставить сначала в отель. На мой вопрос, почему в отель, а не на пароход, потому что я знаю, посмотрел по марин-трафику, судно встало уже к причалу. Он говорит, что какие-то нюансы есть, customs, immigration, и нужно завтра поехать на пароход. Я говорю, не вопрос, поехали в гостиницу. Мы ехали примерно час, и за первые 10 минут, наверное, мы чуть 4 раза не попали в аварию. Так думал я, но на самом деле, как оказалось, в Индии это вполне нормально, потому что когда ты едешь по дорогам Индии, они, во-первых, в очень плохом качестве, никто на это совершенно не обращает внимания, все едут как едут, никаких абсолютно правил никто не соблюдает. Там даже фактически нет знаков, по крайней мере на тех дорогах, по которым мы ехали. Это были какие-то окрестные дороги, по каким-то селам, везде священные животные ходят, эти коровы, некоторые очень худые, ими никто не занимается, они живут сами своей жизнью, питаются на свалках. Свалки находятся прямо тоже вдоль пути следования.
абсолютно никто не соблюдает правила движения, какие-то люди переходят дорогу, когда хотят, в каких-то неположенных местах, грузовики, мопеды, просто транспорт, все вот так вот вперемешку, и все вот это вот происходит просто вот средь бела дня. Ну, как мне сказал драйвер, который со мной пытался говорить на английском языке, причем я удивился, что, ну, вообще индусы, они хорошо знают английский язык, потому что это бывшая английская колония, даже движение там левостороннее, но тем не менее, как-то у нас диалог не сильно получался, он мне что-то пытался объяснить. Forest area? Where is forest? Ну, как-то мы поговорили, и он сказал, что у них вот это то, что я вам все описал, в порядке вещей, что это нормально. Тем не менее, до отеля мы не доехали, потому что в тот момент, когда мы уже практически были на месте, ему кто-то позвонил и сказал, что капитана нужно везти все-таки в порт, что Immigration дал добро, нужно этим всем заниматься сегодня. И меня он отвез в какой-то гараж, говорит, я тебя сейчас оставлю здесь. Опять же, наша коммуникация была там где-то Google Translator, Connecting People и так далее. Говорит, я тебя сейчас оставлю здесь, какой-то гараж, какой-то деревню, ничего не понятно. Я с чемоданом, с рюкзаком. Говорит, приедет за тобой другой человек. Я такой, не, брат, оставайся, я хоть тебя уже хоть чуть-чуть знаю, мы хоть с тобой чуть-чуть познакомились. Говорит, сейчас тут выйдет другой человек, он будет тебя сторожить. А там, ну типа, знаете, гараж, я так понял, какая-то стоянка такси. Ну вот, короче, вышел другой человек, то же самое, также общается, но меня чуть успокоил, мне агент позвонил, говорит, я выезжаю, буду через 10 минут. Ну, 10 минут превратились в 15, не критично, но он приехал уже на другом автомобиле, и мы поехали в Immigration. Immigration мы потратили час времени примерно на оформление всех документов, которые, как оказалось, оформили неправильно. Их опять пришлось переоформлять, потому что агент случайно заполнил не ту форму, поэтому пришлось ее перезаполнять. Потом мы поехали в Customs, это таможня, там тоже потратили какое-то время. И в итоге я прилетел в 3 часа дня. А еще мы очень долго ждали чемодана в этом аэропорту, примерно полчаса. Что, кстати, Air India, индийские авиалинии, мне понравились, хотя они локальные, но все чисто, все красиво, стюардессы очень вежливые, покормили даже, несмотря на то, что мы летели всего час между Мумбаи и Мундрой, ну, худшим аэропортом, всего час, нас успели покормить и довольно-таки внушительными порциями. Меня это удивило, приятно удивило. В общем, я прилетел в 3 часа, на судно я попал примерно в 7 там с копейками. То есть 4 часа заняло, окей, час дорога, и плюс все вот эти формальности заняли столько времени. Дальше уже мы заехали в порт, подъезжаем к судну. Естественно, я не мог не сделать какие-то видеокадры, которые вы сейчас видите. Так выглядит корма. Судно называется APL Antwerp. На борту написано CMA CGM. И у вас есть, соответственно, конечно, наверное, вопросы, почему так. Смотрите, APL расшифровывается как American President Line. И она была образована, то есть в 1848 году. И тогда она называлась Pacific Mail Steamship Company. В какой-то момент ее переименовали в Dollar Shipping Company, и потом она стала уже American President Line. И в 2016 году путем поглощения она стала дочерней компанией CMA CGM, французского судовладельца, на которого я и работаю, в той компании, в которой я работаю. Поэтому на борту можно видеть CMA CGM аббревиатуру. До этого была аббревиатура APL. Само судно 2013 года, то есть не такое старое, довольно такое свежее по сравнению с той же нормой, которая 2006 года. Это судно 2013 года. Грузовместимость чуть-чуть больше 8000 контейнеров. То есть оно немножко короче, чем норма, но тем не менее оно чуть-чуть шире. Про специфику я расскажу чуть-чуть попозже. Важно знать, что оно японской постройки. И многие сейчас уже начинают догадываться, что я имею в виду. Опытные моряки что-то уже, наверное, сейчас начинают подозревать. Потому что японская постройка не всегда обозначает хорошие комфортные условия для экипажа. Честно говоря, рассказ о судне — это тема для отдельного ролика, возможно, даже не одного. Потому что действительно
Тут очень много интересных моментов, очень много неожиданных моментов, которые лично я не ожидал. Я их встречал раньше на других судах по отдельности, где-то они вместе находились. Но, честно, очень много сюрпризов. Пока мы стояли в Мундре вот эти 2 дня, я снимал немножко видео. Здесь вот можете наблюдать дрейджер, который работает в порту, то есть дно углубляет бассейн порта, акваторию порта. Также нам пытались закрыть нашу трюмную крышку, поставив туда тот контейнер, который не должен был там стоять. То есть они поставили контейнер, который немножко выпирал, и сверху решили поставить понтонную трюмную крышку. Естественно, она не стала. Они поставили, чуть не повредили сам контейнер. Ну, слава богу, не с размаха поставили, а аккуратненько так старались. Может, как-то там хотели его утрамбовать. Вахтенный помощник заметил, вызвал старпома. В итоге контейнер этот выгрузили на берег, и после этого крышку закрыли и начали грузить уже на нее. После окончания погрузки, в лучших традициях Индии, естественно, лосман был назначен на 5 утра, но в итоге мы отошли в начале 7, потому что, как обычно, возникли нюансы с креплением контейнеров, и просто их нужно было перекрепить, где-то дотянуть, где-то дозакрепить, поэтому произошла небольшая задержка. В этих странах это частое явление. Сейчас мы держим курс на Шри-Ланку, порт Коломбо. Предполагаемое время прибытия у нас 28 апреля. Я думаю, что этот ролик вы уже посмотрите. Все будет зависеть от того, смогу ли я его выгрузить, потому что мы идем вдоль берега. Пока Индии есть сеть, есть связь. И я не знаю, насколько она будет хорошая в тот момент, когда я начну выгрузку этого ролика. Надеюсь, все получится. Мне уже провели необходимый familiarization, то есть меня помощник, тот, который отвечает за maintenance of safety equipment, а также, за спасательное противопожарное оборудование, в течение суток он мне должен был провести familiarization. Этот familiarization мы уже провели, все, он меня ввел в курс основных нюансов, по спасательному оборудованию. Мы даже заметили кое-какие несостыковки. Просто банально в помещении аварийного дизель-генератора находилось 2 инструкции по его запуску. Одна инструкция от предыдущей компании, вторая инструкция наша. И они немножко не состыковывались. Аварийный дизель-генератор. Тут есть конфронтация в инструкциях. Они разные. Вот одна процедура, и вот другая процедура. И последовательность разная запуска. В итоге он-то запустится. Но просто это вообще предыдущей компании. Это не наш символ, не наш лого. И вот это вот правильное. То есть вот эти цифры 1, там где-то вот 4. 5, 2 соответствует именно вот этой инструкции. А вот эту надо переделать. Главное, что работает. Это, кстати, может быть поводом также для замечания, потому что если придет инспектор проверяющий, он это заметит, может пристать, написать какой-нибудь нюанс. Поэтому уже была произведена работа, все исправлено, все теперь соответствует высоким стандартам мореплавания. Мы посетили спасательную шлюпку, Роман, третий помощник, показал, как она запускается. Да. То есть, когда тепло, оно относительно быстро, оно должно погаснуть здесь. Что там? Здесь индикация. Ага. С полоборота. Туши. Туши. Тушится она. У меня на Жигулях такой подсос был. То же самое.
рассказал, что в ней находится, как ее майнать и так далее и тому подобное. Мы прошлись по палубе, я еще нашел много интересных вещей, о которых я вам буду рассказывать уже в дальнейшем. Следующий ролик, наверное, я посвящу именно палубе, то, что происходит на палубе, в каком оно состоянии. Я забыл совсем вам сказать, друзья, что судно всего 5 месяцев назад вышло из сухого дока. Был незапланированный такой, скажем так, пит-стоп, да, стоппэдж. К ему готовились, были произведены большие работы, огромный объем работ был произведен, но тем не менее, все-таки через 2 года судно опять пойдет в док. Ну, такой себе пит-стоп. Иногда мы такие делаем. Последний такой мы делали на Аристоте. Кто не видел, у меня 2 ролика на эту тему, ссылочка у меня будет над головой. Посмотрите, пройдите, как мы на Аристоте стояли в Альгесиросе. Тоже у нас был пит-стоп, но не в сухом доке. Здесь же судно именно было в сухом доке стояло. В общем, много нюансов, много интересного дальше будет. Кто не подписался на канал, самое время это сделать. Поставьте лайкос этому видео, постоянные зрители. Ну и не постоянные зрители, тоже поставьте лайкос. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии из цикла Max Master Daily. Свои мысли, комментарии, пожелания пишите под этим роликом, вопросы. На те вопросы, на которые смогу ответить, соответственно, я дам вам ответ. А на те, на которые не смогу дать ответ, ну, может, кто-нибудь вместо меня в комментариях даст. Потому что там на самом деле есть люди, которые тоже шарят в теме. Все, вам спасибо за внимание, спасибо, что смотрели этот вступительный ролик с нового сезона, нового рейса. Дальше будет еще много интересного. Макс Мастер, на связи.